Силовой захват региона, масштабная потеря территории. Зеленский заявил о конце операции. Сколько позиций потеряно? Внезапный результат. Россия объявила режим ЧС, ликвидация последствий, военные потери. Впервые в истории этой войны комбинированный удар по стране. Задействованы 15 типов вооружения. Большой скандал. Поляков выставили европейцами второго сорта. Скандал из-за старлинков. Останутся ли ВСУ без связи? Удар НАТО по военной технике России. Масштабные взрывы и точное попадание. Альянс собрал заседание. Удар от союзников. Украина уничтожила бронетанковую бригаду американцев. Генералы признали провал. Какую ошибку допустили США? Уничтожен еще один F-16 НАТО, Киев готовится к эвакуации, инвалидность по заказу, как прокуроры себе статус приписали, и уникальная операция «Военные меняют дно Дуная», как Европа спасает АЭС. Об этом не только досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 13 августа на календаре. Давайте начнем. Ультиматум союзнику от Трампа и возможный удар по Украине. Польско-американский скандал. Илон Маск и его компания выставила поляков европейцами второго сорта. Польша обвинила сервис Starlink в дискриминации. В правительстве требуют немедленно отменить предвзятые правила для поляков. Как сообщила Rzecz Pospolita, SpaceX не включила Польшу в общую европейскую зону спутникового интернета. Поэтому с 17 августа полякам, которые пользуются Старлинками, придется платить намного больше, чем другим европейцам за связь за пределами Польши. При этом Германия, Чехия, Словакия и Литва остались внутри единого региона. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский потребовал от SpaceX вернуть равные условия. По его словам, Польша не рынок второго сорта. Следом в спор вмешался и глава МИД Радослав Сикорский, который пригрозил перестать платить за Starlink. Эй, Илон Маск, большая шишка, перестань дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть выплату тебе $50 миллионов в год за твои услуги. Напомню, Польша – один из крупнейших клиентов Starlink и оплачивает услуги сети, в том числе для украинских военных. Именно поэтому такое сообщение уже расценили как и возможный удар для украинских военных. А у Сикорского с Маском, напомню, давний конфликт. В январе министр призвал миллиардера пресечь использование Starlink российской армией. В ответ Маск назвал его, цитирую, «слюнявым недоумком». Удар НАТО по военной технике России. Официальное обращение Североатлантического альянса. Страны-участники осудили Москву за нарушение воздушного пространства и инциденты с беспилотниками и обвинили в опасной эскалации. Заявление опубликовано на сайте вечером 12 августа и на фоне последнего точного попадания и удара военных НАТО по технике Москвы. В Черном море румынские военные уничтожили 2 российских БПЛА, обнаруженных в районе стратегического газового проекта Нептун-Дип. Начальник Генерального штаба ВМС Румынии Михай Панайт и исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируце сообщили, что речь идет о дронах типа Гербера, которые румынская сторона идентифицирует как российские. Они дрейфовали в море. Он указал, что Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, которые подтвердили, что системы им не принадлежат. Министерство обороны уточняло, что были обнаружены 2 беспилотные авиационные системы, возможно, с взрывным зарядом, а также крыло от беспилотника, фрагмент, не представлявший пиротехнической опасности, был поднят на борт корабля береговой охраны. Операция по уничтожению прошла в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 80-100 морских милях, пишут румынские медиа. На фоне последних инцидентов 12 августа союзники созвали экстренное заседание НАТО, а после выпустили обращение к Путину, где и прозвучали слова осуждения. Послушайте. НАТО продолжает укреплять свою интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны по всему Альянсу. И союзники подчеркнули меры, которые они предприняли для усиления обороны на восточном фланге от Балтийского до Черного моря. НАТО готово сдерживать любую агрессию и защищаться от нее. Украина уничтожила военную технику США. Американские силы разбиты. Украинские дроны разгромили целую бронетанковую бригаду. Произошло это во время учений в Германии. По данным Wall Street Journal, украинские операторы беспилотников без труда находили и уничтожали американскую технику. Генералы признали провал, тяжелые бронемашины поднимали пыль, и разведывательные дроны сразу их засекали. Следом в дело вступали FPV и дроны со сбросами. Не помогли
американцам даже средства радиоэлектронной борьбы. По итогам этого эпизода армия США проиграла. Издание отмечает, Пентагон еще не полностью усвоил уроки войны в Украине. В ходе учений под названием Combined Resolve украинские подразделения беспилотников с легкостью обнаружили и разгромили американские войска и бронетехнику, прибывшие по ротации из Форт Худа в Техасе, сообщают лица, знакомые с ходом событий. Приказ Зеленского исполнен. СБУ заявляет, что по поручению Банковой поразило сразу 4 военных корабля России в Новороссийске, 2 носителя калибров, фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также патрульный корабль «Василий Быков» и малый ракетный корабль «Буян-М». Украинские спецслужбы в своем заявлении, опубликованном вечером 12 августа, уверяют, что была проведена специальная военная операция в Краснодарском крае. В заявлении также говорится, что огнем накрыло и военных. Удар по мобильным огневым группам на пирсе номер 2, туннелям нефтебазы и инфраструктуре причалов. Киев объяснил свои цели так, цитирую. Военно-морская база Новороссийск является одним из ключевых объектов Черноморского флота РФ и его главным форпостом в Черном море. Противник переместил сюда значительную часть своих кораблей после успешных спецопераций сил обороны, когда утратил возможность безопасно базироваться во временно оккупированном Крыму. Поражение этой базы имеет стратегическое значение. На Банковой накануне вечером заявили, операция успешная, удар назвали комбинированным и первым в истории этой войны, когда в ходе одной операции Украина применила не менее 15 различных типов вооружения, включая 4 вида ракет и реактивных систем, 9 моделей дальнобойных БПЛА и 2 типа морских дронов. Зеленский после этого вновь пообещал принудить Путина к миру. Россия тем временем объявила режим ЧС, чрезвычайная ситуация в Геленджике и, собственно, в Новороссийске. Там ликвидируют последствия масштабного налета. В официальных заявлениях военная инфраструктура не упоминается. Говорится о падениях обломков, а также повреждении жилой застройки и гибели 3 человек и минимум 20 пострадавших. Для оперативного устранения последствий атаки развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Сейчас ведется обследование территории на наличие фрагментов БПЛА. Рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих выплат. Зеленский заявил о конце операции, другой военной операции, уже по захвату позиций России и освобождению украинских земель, а также взятию под свой контроль целого региона. Накануне внезапно прозвучало: с января по август Украина проводила наступление, смогла прорваться в тыл и оттеснить российские войска. Основное направление – Александровское. В официальном заявлении Банковой и главкома ВСУ Дропатова, который, кстати, перенял пост от Сырского, а бывший главком и говорил, что передает армию, находящуюся в состоянии наступления, прозвучало о прорыве. Украина заявляет, что Россия потеряла территории на нескольких сотнях квадратных километров за первые полгода. Послушайте. Всего за проведение 2 этапов наступательной операции с учетом десантно-штурмовых войск было освобождено 745 квадратных километров и восстановлен контроль над территорией в 745 квадратных километров. В заявлении также говорится, что это в целом 26 населенных пунктов. Это в основном населенные пункты Днепропетровской области. Зеленский в своем заявлении также написал: «Операция выполнена». Цитирую. «Это наша наступательная операция выполнена четко, именно так, как и было определено». Россия же при этом накануне отчиталась о взятии под свой контроль 2 населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, а в начале июня Путин называл такие данные. За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Напомню, эта фраза Путина вызвала резонанс, ведь 2440 квадратных тысяч километров – это в 4 раза больше всей территории Украины. Впоследствии в стенограмме на сайте Кремля из цитаты Путина убрали слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. 3 угрозы за день. Москва за сутки трижды предупредила Запад о зеркальных мерах.
Так Путин назвал российский ответ на задержание российских торговых судов со стороны других стран, в частности стран Евросоюза. Он назвал действия западных стран против связанных с Россией судов пиратством и уверяет, что Москва может ответить аналогичными мерами не обязательно в тех же водах, а в любой точке, которую сочтет необходимой, включая Тихий океан. Практически сразу командующий Тихоокеанским флотом РФ Лиина также заявил, что российские силы располагают всем необходимым для досмотра и задержания торговых судов, а третье заявление последовало уже от Медведева, который заявил о возможности значительно расширить подобные операции и распространить их далеко за пределы Черного моря. Киев готовится к эвакуации. В украинской столице заранее начали подготовку к возможным чрезвычайным сценариям зимой. Составляются списки жителей, которых придется временно переселять в случае длительного отсутствия отопления после российских ударов. В первую очередь речь идет об одиноких пожилых людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью. В Киевской горадминистрации объяснили, что после опыта прошлой зимы власти решили заранее установить прямой контакт со всеми потенциально уязвимыми жителями и выяснить, есть ли у них место, куда можно переехать при масштабных проблемах с теплоснабжением. Сейчас соответствующие объявления появляются в домах в разных районах Киева, а местные службы собирают данные, чтобы понимать реальное количество людей, которым зимой может потребоваться переселение. В настоящее время городские власти также определяют, куда именно смогут разместить людей в случае длительного отсутствия отопления. Окончательные списки мест для временного проживания еще формируются. Когда у нас будут утверждены все перечни, мы обязательно будем предлагать их людям, отметила заместитель председателя КГА. Потеря боевой авиации. Уничтожен истребитель НАТО. Мощный взрыв, обломки и столб черного дыма над полем. F-16 рухнул у военной базы. Турция подтвердила потерю боевого самолета. По данным Минобороны страны, истребитель разбился в провинции Ялова во время учебного полета. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу, угрозы жизни нет. Губернатор провинции сообщил, что F-16 упал за пределами авиабазы вдали от жилых домов, но на земле никто не пострадал. Власти исключили столкновение в воздухе, возможную техническую неисправность проверяет комиссия. Это уже второй турецкий F-16, потерянный менее чем за полгода. В феврале истребитель разбился в провинции Балыкесир, тогда пилот погиб. Удар по скоплению военных. В России экстренно отменили массовый слет операторов боевых дронов. В России перенесли 5-й всероссийский сбор операторов боевых беспилотников «Дроница». Организаторы утверждают, ВСУ готовили атаку прямо во время его проведения. Форум должен был пройти 29-30 августа в Великом Новгороде на берегу озера Ильмень. Как отмечает издание агентства, это примерно в 120 километрах от резиденции Путина на Валдае, вокруг которой ранее насчитывали несколько десятков систем ПВО. Решение перенести слет приняли после совещаний с властями региона, военными и спецслужбами. Послушайте. С учетом комбинированного характера планируемой операции с использованием и новых баллистических возможностей, и старых недобрых биодронов-террористов, для защиты участников дроницы пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Испытание нового оружия. Северная Корея запустила загадочную ракету, которая пролетела 700 километров. Срочная реакция Сеула и Токио. Как сообщает Рейтер, баллистическую ракету запустили из района Вонсана. Она упала в Японском море. Тип оружия пока не установлен, но по оценке южнокорейских экспертов, КНДР могла испытать гиперзвуковую ракету или ракету для баз запуска с подводной лодки. По данным южнокорейских военных, это уже второй запуск из этого района с интервалом в 6 дней. Новый пуск провели перед масштабными учениями США и Южной Кореи. Сеул созвал экстренное совещание. Токио направил к Пхеньяну протест. Даже если это было испытание разрабатываемого оружия, выбор времени для его проведения требует политического решения.
Северокорейская армия становится опаснее. Участие в войне России против Украины повышает ее боеспособность. Об этом в интервью «Шпигель» заявил эксперт по армии КНДР Джозеф Бермудес. По его словам, первые партии северокорейских боеприпасов часто не срабатывали, но после докладов с фронта качество выросло. Военные также учатся применять дроны и работать в условиях радиоэлектронной борьбы. Бермудес считает, что эффективность ракет и беспилотников КНДР продолжит расти. Уникальная спецоперация. Венгрия начала менять дно Дуная. Для этого задействованы военные. Цель – не допустить полной остановки АЭС. Как сообщает Рейтер, армия Венгрии поможет срочно построить каменный порог возле станции Пакш. Он должен поднять уровень воды у охлаждающего канала. Для этого на дно Дуная уложат 145 тысяч кубометров камня. Из-за жары река обмелела до критической отметки, серьезных дождей не ожидает еще несколько недель, и сейчас АЭС работает лишь на 10% мощности. Строительство каменного порога начнут сегодня, 13 августа. Также правительство подготовило резервный план. Его представил премьер Петр Мадер. При необходимости мы готовы к краткосрочной перспективе поднять уровень воды в Дунае на 20 сантиметров с помощью контролируемого затопления этих двух барж. Это позволит избежать полной остановки АЭС Пакш до завершения строительства постоянного порога. Инвалидность по заказу. Украинские прокуроры с инвалидностью оказались здоровыми. Специальную проверку статуса провалило абсолютное большинство. Как сообщает Обоз.ua, прежние решения о присвоении инвалидности пересмотрели, и оказалось, что у 316 из 437 сотрудников ее не может быть. Это абсолютное большинство, а именно 72% фальшивых диагнозов среди прокуроров. У 207 прокуроров инвалидность отменили полностью, еще у 109 изменили группу или срок ее действия. Только у 121 сотрудника прежнее решение оставили без изменений. На кону прокурорская спецпенсия. По закону первая или вторая группа позволяет оформить ее после 10 лет прокурорского стажа, независимо от возраста. При этом прокурор может сохранить должность, получать полный оклад, высокие надбавки и пенсию. Как пишет Обоз.ua, многие теперь пытаются вернуть прежний статус через суд. В ноябре 2024 года в органах прокуратуры работали 523 сотрудника с инвалидностью. К августу 2026 их осталось 337. Часть прокуроров ушла со скандалом из-за фиктивной инвалидности. В то же время в реестре судебных решений можно найти сотни решений по искам прокуроров против Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности с попытками восстановить статус лица с инвалидностью. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже есть на нашем канале «Время Предко».